Дорогие друзья, приглашаю вас связать сегодня очень простой, в то же время интересный 3D проект. Это 3D цветочек, авторская разработочка, крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах, и вы можете взять буквально любой цвет. Присоединяйтесь, будет очень интересно. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, и под видео я даю ссылочки на мои мастер-классы в 3D вязании. Начинаем выполнение нашего цветочка с 12 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я выполнила 12 воздушных петелечек, ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Далее воздушная петля для перехода от одного ряда к другому. Я немножко ее подтяну и в колечко провязываю 24 столбика без накида, при этом буду ввязывать нить. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так выполняем до конца нашего ряда, пока не будет 24 столбика без накида. Мы с вами выполнили 24 столбика без накида. Я пропускаю воздушную петлю и завершаю мой круговой ряд. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Нить я могу обрезать, я ее ввязала. И теперь выполняю ряд столбиков, будет основа для навязки. Как мы выполняем? Мы выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Далее 2 накида на крючок, и в эту же петлю я провязываю столбик с 2 накидами. Далее у меня арочка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее я выполнять буду столбики с 4 накидами. 4 накида на крючок. Пропускаю одну вершинку. Смотрите, вот. И в следующую вершинку ввожу крючок. И буду провязывать 2 столбика с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе. 1, 2, 3, 4, и в эту же вершинку. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Мы с вами выполнили 2 столбика с 4 накидами с общим основанием. Далее опять арочка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 накида, пропускаю в следующую столбик с 2 накидами. 1, 2 и 2 вместе. 1, 2 и 2 вместе. Опять мы с вами выполнили 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. И опять арочка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь у нас с вами все повторяется. Столбики с 4 накидами я выполняю. 1, 2, 3, 4. Пропускаю вершинку и вяжу. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4. Вершинку. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И арочка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида.
И теперь я буду выполнять столбики с 2 накидами. То есть мы с вами все повторяем. И видите, вот уже хорошо вырисовываются наши лепесточки. Всего их должно быть 6. Вершинку пропускаю в следующую. 1, 2. И еще один столбик с 2 накидами. 1, 2. Все, мы с вами выполнили. Так мы будем выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вот хорошо видны уже, да, наши лепесточки. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема очень внимательно и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. Вот такие основы для наших навязочек готовы. И мы приступим к выполнению наших навязок. Как мы это делаем? Смотрите, 1 воздушная. И теперь я покажу направление наших навязок. То есть мы будем вот так выполнять. Далее в вершинку столбика, куда мы уже провязывали, по этому столбику над аркой, над этим, опять же вершинку, над этим и опять арка и так далее. Давайте приступим. Воздушную мы уже сделали, я повторюсь. И теперь вводим крючок. В моем случае это воздушная, далее это будет столбик с 2 накидами. И выполняю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее очень внимательно ввожу крючок в вершинку, куда мы с вами уже вот провязывали, видите, да, и выполняю еще один столбик без накида. И перехожу на противоположную сторону. 4 столбика без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Вот смотрите, видите, наша навязочка. Далее под арку я выполняю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И далее мы переходим на наши столбики. Здесь мы будем с вами выполнять столбики без накида с пико. Всего будем провязывать 5 таких столбиков. Под столбик ввожу крючок, разворачиваю поудобнее и провязываю. Первый столбик без накида и пико из 3 воздушных. 3 воздушные выполнила. Далее ввожу крючок в вершинку, захватываю за 2 нити вот таким образом и соединительная. Первый столбик, далее второй столбик и пико не забываем же, конечно. Третий столбик и пико. Четвертый и пико. И пятый и пико. Далее, как я и говорила, в вершинку, куда мы уже провязывали с вами столбики, столбик без накида и пико из 3 воздушных. Далее на противоположную сторону и то же самое, 5 таких же столбиков. Берем поудобнее, мы потом с вами все поправим. Столбик и пико.
пико. Первый столбик и пико. Второй столбик и пико. Третий столбик и пико. Четвертый и столбик и пико, последний, пятый. Я после выполнения пико останавливаюсь, и мы смотрим, что у нас с вами получилось. Вот видите, такая красивая, аккуратная навязочка получилась. И это будет наш лепесточек. Продолжаем. Под арку я ввожу крючок, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее мы вводим крючок под наш следующий столбик и будем выполнять точно так же, как мы выполняли здесь. Смотрите, я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно и будете выполнять навязки до конца нашего ряда. Завершу ряд я вместе с вами. Ввожу крючок, да, под наш столбик, беру поудобнее и начинаю выполнять. 1, 2, 3, 4. И помним, еще один столбик, вершинку, куда мы уже провязывали. Просто столбики без накида. И переходим на противоположную сторону. 4 и продолжаем. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили все наши навязочки на всех 6 лепесточках. Смотрите, я покажу изнанку. Навязки только по лицевой стороне. Очень красиво смотрятся, аккуратно. И я завершаю выполнение моего кругового ряда. Здесь очень внимательно. Смотрите, я пропускаю воздушную и ввожу крючок в вершинку столбика без накида. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступать к выполнению следующего ряда. Мы приступаем к выполнению следующего ряда. И смотрите, что я делаю. Я выполняю воздушную петлю. Далее я ввожу крючок в эту же вершинку. И выполняю столбик без накида. 1. Следующую вершинку выполняю второй столбик без накида. 2. Далее я считаю, смотрите, вершинки. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-ю вершинку, вот она у меня с этой стороны находится. Я ее вот так подцепила. Я буду вводить крючок только вот с этой стороны. И выполнять столбик без накида, как бы продолжая ряд. Вот таким образом, видите? Выполняю 1 и в следующую вершинку 2. Выполнила 2 столбика. Далее я вот, смотрите, над этими столбиками, которые у меня над арочкой, буду выполнять 4 столбика без накида. 1, в следующую вершинку 2. Далее 3 и 4.
И далее очень внимательно. Далее я выполняю 2 столбика без накида с пико. Смотрите, как я это делаю. Ввожу крючок в следующую вершинку, столбик без накида. Раз, два, три. Ввожу крючок и соединительная. Столбик без накида с пико готов. Далее ввожу крючок в следующую вершинку, столбик без накида и пико из 3 воздушных, и готово. Далее очень внимательно. Смотрите, я ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю незавершенный столбик без накида. И теперь перехожу на противоположную сторону. И вот видите, вот мой столбик с пико. И теперь я ввожу крючок в вершинку свободного столбика. Вот она. Это уже, видите, вот следующая арочка идет. Все очень просто. И выполняю опять же незавершенный столбик без накида. Вот таким образом. Далее я выполняю общую вершинку. И теперь раз, два, три. Ввожу крючок, захватываю 3 нити вот таким образом и выполняю пико. Далее я выполняю 2 столбика, то есть мы выполняем так же, как теперь с этой стороны, 2 столбика с пико. Первый столбик с пико и второй. Аккуратненько, не спешите, внимательно. Вот так. Видите, да? Вот наша вершиночка. Очень нежно, красиво смотрится вершинка нашего лепестка. И мы продолжаем, как с этой стороны. Мы выполняем 4 столбика без накида. Раз, два, три и 4. Далее мы выполняем, вот смотрите, теперь над этими столбиками еще 2 столбика без накида. Раз, два. И переходим на противоположную сторону. При этом мы, смотрите, будем отсчитывать 5 вершинок. Раз, два, три, 4, 5. В шестую я ввожу крючок. Я вот всегда таким образом делаю, а потом беру поудобнее и уже ввожу крючок с этой стороны. Вот так. Видите? Ну, то есть мы продолжаем наш ряд, да, и подтягиваем аккуратненько и продолжаем. Раз, два. 2 столбика. И далее мы будем выполнять все то же самое. То есть 4 столбика без накида, 2 с пико, потом 2 с общей вершинкой и так далее. Видите, вот такая красота у нас с вами получается. Я продолжу выполнение и покажу. Сейчас я вот, смотрите, раз, два, три, 4. И дальше у нас 2 столбика с пико, 2 столбика с общей вершинкой. И так мы с вами будем выполнять все наши лепесточки, все 6 лепесточков. Очень красиво, нежно смотрится и аккуратненько. Я выполнила обвязочку всех лепесточков, и мне остается завершить мой цветочек. Смотрите, после того, как я выполнила столбики без накида, в каждую вершинку, да, как мы с вами провязывали, я пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, который был провязан в начале ряда, выполняю соединительную, и далее я выполняю воздушную, подтягиваю. Хорошо, хорошо. Все, ниточку мы с вами убираем по изнанке.
с помощью иглы. В центр можно подшить бусинку или оставить вот таким образом. И давайте я уберу ниточки, мы посмотрим, что у нас получилось и какие могут быть еще цветочки из пряжи другого цвета. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий и очень простой цветочек с навязочками. Моя авторская разработочка. Давайте вот изнанку посмотрим. Видим, что все навязочки у нас с вами идут только по лицевой стороне. Очень нежно, красиво смотрится. И покажу, как будет смотреться такой цветочек, если вы выполните из пряжи двух цветов. Видите, очень нежно, красиво. Два цвета, точнее цвет один, да, два оттеночка мы с вами используем. И будет вот так интересно и очень красиво смотреться. Сразу хочу сказать, что серединочку вы можете украсить бусинкой. Вот у меня такая большая бусинка. Вот так будет смотреться. И покажу еще бусинку другого цвета. Вот так. Экспериментируйте. Вязание — это процесс творческий. И хочу показать еще из пряжи секционного крошения. Ваш цветочек будет смотреться вот так. Можно использовать для декора, можно использовать в различных кружевах, ирландской, гипюрной и так далее. Присоединяйтесь, сможете связать вот такую красоту. Под видео я даю ссылочки на мои другие мастер-классы, большое количество авторских разработочек. И спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!